Добрый вечер. Я приветствую каждого из вас на премьерном показе интерактивного проекта онлайн-театра, который называется «Е-Овации». И сегодня у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью той самой премьеры. Вот как прямо в настоящем театре, когда мы приходим, ожидаем, мы не знаем, что будет впереди, только можем немножечко догадываться. И вот тот самый миг, когда на часах 19:00 и мы вместе с вами находимся здесь, теперь уже в Ютубе, за моей спиной абсолютно реальный, настоящий пустой зал Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. И почему так произошло, мы узнаем в ближайший где-то около часа, который мы, наверное, заберем у вас, но подарим вам в этот час много классных, ярких, крутых и по-настоящему нетрадиционных, классных эмоций, которые вы точно не ожидаете от классического театра. Более 2 месяцев, более 450 различных актеров, актрис, просто людей, которые работают в театре, Харьковском театре, находятся в данный момент времени в ожидании того, когда откроются двери театра снова, и этот зал станет снова полон, и в нем появятся настоящие живые аплодисменты. Но сегодня, не побоюсь этого слова, благодаря карантину, театр пробует для себя новые классные форматы. И вот сегодня мы вместе с вами видимся в Ютубе. Вы со своих, наверное, планшетов, мобильных телефонов или, возможно, смарт-телевизоров смотрите сегодня этот эфир. Мы точно уверены в том, что нет похожих форматов не только в Украине, но и во всем мире, потому что театр совместно с идейными вдохновителями этого проекта посмотрели огромное количество материала крутого, классного, который делают другие мировые театры, но такой проект пока еще на рынке Ютуба так точно не существует. Итак, дамы и господа, я вас приветствую, только если вы только что присоединились к нам. Это интерактивный проект под названием «Е-Овации». У проекта есть несколько идейных вдохновителей, о которых мы обязаны сегодня сказать. И это, конечно же, компания Telesense International. Это, конечно же, кроме всего этого, тот самый Харьковский национальный академический театр оперы и балета имени Лысенко, СХИД-опера и креативная группа «Философия праздника», которые благодаря такой классной и крутой коллаборации сегодня этот проект есть, вы его смотрите, вы смотрите его абсолютно бесплатно, и просто со своих мобильных телефонов не нужно никуда выходить. Мы очень надеемся, что это на очень короткое время, когда мы с вами находимся вот так на расстоянии камеры, а не вы в этом прекрасном и красивейшем зале, который находится за моей спиной. Карантин, который действует сейчас, хоть мы его немного послабило наше государство, все равно внес огромное количество привычек и новых трендов, которые появились в жизни каждого человека, и театр не стал этому исключением. И мы сегодня в первом выпуске посмотрим, как те самые карантинные определенные проблемы или, возможно, карантинные ограничения театр использует себе на руку. Мы сегодня немножко поговорим о том, как выглядит театр во время карантина, и, возможно, вы каждый увидите для себя какой-то новый, классный, крутой, интересный формат, которого до этого не было. Поэтому я уверен, что все, кто хотели присоединиться к нам, присоединились, а я вам хочу сказать о том, что сегодня у каждого из вас есть уникальная классная возможность подарить те самые электронные овации каждому нашему артисту. Что для этого нужно сделать? Вы просто должны отсканировать своей камерой мобильного телефона этот QR-код. Если вы хотите подарить немножечко оваций, можете назвать это как угодно. Donation, помощь, поддержка, овации. Вы это можете сделать сегодня на протяжении эфира. Этот QR-код будет появляться периодически, и вы сможете сканировать его камерой. А если вдруг вы просто хотите подарить классную, крутую порцию тех самых электронных оваций, в нашем чате в Ютубе вы можете выбрать смайлик овации, сердечки, все что угодно, и просто отправить их в наш эфир. Я вас уверяю, что все актеры, все, кто сегодня задействован в этом проекте, обязательно эти овации, все артисты увидят. Поэтому, друзья мои, я думаю, что мы не будем тянуть время, драгоценное время сегодняшнего четверга, и мы готовы начинать. Проект и план сегодняшнего эфира максимально простой. Здесь, в моей студии или на этой сцене будут появляться гости, без которых театр, Харьковский театр, невозможно представить себе, а мы периодически будем переключаться вместе с вами к нашим актерам, которые приготовили маленькие, небольшие классические сцены, но в современной карантинной интерпретации. Давайте начинать. Я приглашаю сюда первых наших 2 героев и тех людей, которые откроют сегодняшний наш эфир. Поехали!
два красивейших мужчины в смокингах рядом со мной сегодня. Уходим от всяких пафосных вещей. Мы в Ютубе, в онлайне, со мной вместе сегодня. С одной стороны я буду с вами вместе. С одной стороны от меня. Генеральный директор Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Олег. Олег, добрый вечер вам. Добрый вечер. С этой стороны от меня первый заместитель генерального директора Игорь. Пожалуйста, вот два этих человека, друзья мои, которые до этого никогда, я вас тоже поздравляю с премьерой. Друзья, в Ютубе вы теперь можете себя официально считать блогерами. Спасибо. Потому что все, кто есть в Спасибо. Ютубе, все блогеры. Вы тоже сегодня блогеры. Несколько вопросов, немножко вас помучаю. Начнем с вас, Олег. Олег, вопрос такой. Я так понимаю, что перед карантином, если бы его сейчас не было, в театре был бы стандартный открытый весенний сезон. Сразу говорю, что я, дамы и господа, как и многие, кто сегодня смотрит, не имею никакого отношения к театру, поэтому могу задавать максимально странные вопросы. Возможно, вы увидите в моих вопросах себя, и вы бы тоже хотели задать вопросы генеральному директору театра. Должен был быть весенний сезон. Так. Что сейчас, когда планируется сезон, какой он будет и будет ли он вообще? Конечно, будет. Я не зря делал вот эти движения беговые. Сегодняшнее состояние труппы именно такое. Все готовы рвать, бежать и что-то делать. И это наши увидят сегодняшние зрители в нашем онлайн-проекте, то, что мы готовы, мы желаем работать. И вот то, что мы сегодня показываем, это та реализация нашей энергии, которая на сегодняшний день есть в труппе. Сезон будет. Следующий обязательно. И мы его начнем 5 сентября Лебединым озером классического варианта. Но самое главное, с 10 июля мы открываем нашу летнюю площадку нашу и приглашаем всех желающих, кто хочет проводить эти различные мероприятия, на эту площадку. Я правильно понимаю, что летняя площадка — это тоже не совсем стандартная локация для театра, потому что вся труппа привыкла работать вот на большой сцене, когда есть зал, а летняя локация, она немножко другая. Ну, артисту, в принципе, все равно на какой локации работать. Главный Мы это сегодня вопрос, тоже, кстати, узнаем. Мы да, увидим, что главный локация вопрос, не важна. Главный вопрос для зрителя. Зал — это более классический вариант, это более, вот как мы сегодня выглядим на сегодняшний день. И летняя площадка — это просто небо, где люди могут отдыхать, наслаждаться природой, воздухом и искусством. То есть, если я правильно понял сейчас формат, то формат следующий. Я могу прийти со своим каким-то пледиком, где-то расположиться, или не могу? Можете, или я могу можете, с да. пледиком расположиться, и передо мной на сцене классический спектакль, театр происходит прямо вот передо мной. Правильно? Да, так точно. Ну, я тогда желаю, во-первых, удачи. Я уверен, что большинство всех, кто смотрит сегодня нас, друзья мои, летняя площадка, с 10 июля мы открываемся, поэтому, пожалуйста, всех ждем. И я в первых рядах, пожалуйста, если можно, мне сразу под пледик место обеспечить. Спасибо большое, Олег. Организуем. Мы теперь немного с Игорем. Игорь, так как вы первый заместитель генерального директора, к вам несколько вопросов более таких, так как мы сегодня в Ютубе первый раз, и это такой технологический прорыв для театра. Скажите, до этого использовали ли вы какие-либо технологические решения сейчас в период карантина вместе с той труппой, которая работает в театре, или нет? Ну, я могу сказать, что мы очень активно пытаемся сейчас войти в новое состояние, потому что я так понимаю, что для всех, для нас, конечно же, пандемия – это большой вызов с одной стороны, с другой стороны, это большие возможности. Мы за это время сделали 2 ролика, и вы их можете увидеть тоже в YouTube, на нашей страничке, которые сделали тоже в онлайн-режиме. Это непривычный для нас, конечно, формат, потому что мы привыкли работать в офлайне, привыкли работать на сцене, работать непосредственно с зрителем, но тем не менее наши артисты справились с этой задачей и прекрасно чувствовали себя в онлайн-формате, и эти ролики имеют очень большую популярность в YouTube. Вот. Что касается вообще нашей труппы, то она достаточно молодая и прогрессивная, то есть диджитализация для нас это нормальное слово, которое мы хорошо выговариваем. Да, диджитализация для театра это мы можем сделать, да. И я думаю, что тот проект, который сейчас начат, вот, я думаю, что он станет популярным и очень интересным для нас, потому что такого энтузиазма
тоже давно не было у нас, у молодежи, которая сейчас с большим энтузиазмом восприняла этот проект. Но я надеюсь, что теперь еще благодаря этому YouTube-формату еще и большое количество молодежи потянется в YouTube. Теперь люди, все, которые до этого не смотрели, никогда не знали ничего о театре, скажут: ух ты, прикольно, такие прикольные, смотрите, такие два серьезных мужчины в смокингах, которые теперь вещают нам из YouTube. Мы надеемся, что этот формат тоже приживется в театре и будет жить отдельной жизнью. Мы очень надеемся, да, что он станет не просто таким вот карантинным вариантом, а мы после карантина, говорится, будем в постоянном формате, и это будет популярно. Мы привлечем молодую публику к нам и в зал, говорится, и на этот проект. Тогда мы желаем вам удачи, говорим вам огромное спасибо. И я предлагаю не тянуть долгое время, а, друзья, переключиться к нашему первому номеру, который подготовили люди, которые работают здесь, прямо здесь, в этом театре. Это абсолютно реальные люди. И скажу вам так, мы только что с вами поговорили о том, что вы сказали, что труппа готова к бегу, а балетная труппа готова выступать абсолютно где угодно, и для этого готовы даже перемещаться иногда в столь нестандартные локации. Давайте посмотрим, друзья мои, первый номер нашего эфира «Е-овации». Смотрим. Шикарнейшие балерины Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко. Для тех, кто никогда не был в городе Харьков, вы могли увидеть здание того самого театра. Ну и, конечно же, для тех, кто когда-нибудь хотел попасть внутрь, за кулисье этого самого огромнейшего, классного и богатого изнутри талантами здания, вот вы могли попасть в балетную студию, где тренируются и репетируют те самые балерины театра. Здесь же, конечно же, ставятся все самые известные постановки и все самые известные балеты. Ну а мы движемся дальше, и в нашей студии снова появляется новый гость. Давайте же узнаем, кто этот человек.
Итак, в нашей студии, в импровизированной студии, никогда вы не могли сами подумать, что мы будем стоять просто вот на такой огромной сцене и будем называть ее импровизированной студией. Эдуард Трубин, SEO компании Telesense International. Эдуард, вот так принято теперь это делать. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Для тех, кто, друзья мои, только что присоединился к нам, расскажу вам о том, что это первый премьерный выпуск интерактивного проекта под названием Е-овации, электронные овации. Вот так мы назвали проект, и передо мной, вместе со мной рядом здесь, и идейный вдохновитель проекта Эдуард Ефимович. Добрый вечер вам. Добрый вечер. Во-первых, поздравляю с премьерой. Спасибо. Это для меня Классный, действительно классный, очень крутой проект, и по-настоящему сегодня было даже для меня волнительно, вот как вроде бы мне выходить прямо на сцену, где сидит полноценный, огромный полторатысячный зал. Сразу же вопрос, который волнует и меня, и, наверное, людей, которые сейчас смотрят наш прямой эфир. Зачем вам этот проект? Что вы пытались сделать и для чего? Я скажу, что я театрал, скажем так, с детства. И для меня всегда я был на всех премьерах в этом театре и дружу с руководством, потому что вижу, как на сегодняшний день возродился наш оперный театр. И когда я увидел, эта пандемия пришла, и я разговариваю с руководством, и Игорь, Олег говорят, что суммуют наши артисты. Я говорю, давайте что-нибудь придумаем. И мы начали думать, что ж такое можно сделать такое, чтобы поднять дух театра. И мы тогда решили, а давайте сделаем онлайн. Раз сегодня все идут онлайн, только не просто какой-нибудь зум танца, а именно что-то серьезное. Потому что именно этот такой проект может дать толчок развитию нашего театра не только здесь, в Харькове, не только в Украине, но и по всему миру, чтобы наших артистов узнал весь мир. То есть, если я правильно понимаю, проект направлен на то, чтобы поддержать артистов не с точки зрения каких-либо там финансов, в первую очередь, а с точки зрения того, чтобы у них была возможность каким-либо образом творить в процессе того, что у них нет основной большой сцены, на которой мы сегодня с вами стоим. Вы знаете, вначале действительно это было именно так. А потом, когда мы вот работали, когда мы готовились, то есть мы поняли, что в принципе балет и опера, она доступна всему миру. Поэтому на сегодняшний день это какой-то новый формат, который мы сейчас отработали для того, чтобы наш театр, наш Харьков увидел весь мир и поняли, что здесь искусство лучшее в мире. То есть есть вероятность того, что в какой-то момент времени, когда все откроется и будут летать самолеты, где-то во Франции меня может встретить человек, который скажет: Женя, я видел тебя в эфире Харьковского национального театра оперы. Именно так, да. Все, тогда мы делаем правильную, классную миссию. Эдуард Ефимович, кроме того, что вы идейный вдохновитель этого самого проекта, вы еще идейный вдохновитель и SEO компании Telesense International, IT-компании, которая известна и далеко за пределами Харькова, одна из самых, ну это правильно, неправильно будет слово, старейших, но взрослых и серьезных компаний Харькова. Бизнес, который есть не только в Харькове, но и в Украине в общем, каким-либо образом может помочь культуре или нет, и нужно ли вообще это сейчас? Для меня всегда примером было открытие центра Карнеги в Нью-Йорке. Тогда он еще назывался просто театр, и Карнеги, который финансировал этот театр, открытие театра, они пригласили на открытие, это было в 1891 году, Петра Ильича Чайковского, который был тогда самым знаменитым композитором и дирижером. И вот в те годы переписка, рейдеры, договоренности, и Чайковский на корабле, самолетов не было, приезжает в Нью-Йорк только для того, чтобы открыть какой-то новый театр. Это говорит о том, что тогда люди думали, что без искусства, да, до этих времен это была Америка, там, бандиты Нью-Йорка, там еще эти фильмы. И они понимают, что если не приучить людей к искусству, то государства не будет. Поэтому сегодня, если вы получили такой дар, как наши театры, которые есть в Харькове, мы должны поддержать их, потому что без искусства не будет у нас государства. Ну, тогда я должен обязательно сказать о том, что на протяжении всего нашего сегодняшнего эфира у каждого из вас есть возможность, отсканировав QR-код, перейти и поддержать сегодняшний проект. Вы можете это сделать абсолютно постоянно, вот на протяжении всего эфира. А кроме этого, Эдуард Ефимович, постоянный пользователь Фейсбука, которого можно там найти и написать: Эдуард Ефимович, чем помочь проекту и чем помочь культуре не только в Харькове, а в Украине тоже, пожалуйста, вот адресат, которому это можно сегодня сделать. Эдуард Ефимович, так как вы идейный вдохновитель проекта, я предлагаю следующий номер, мы с вами попробуем вместе объединить. Друзья мои, давайте перенесемся с вами в то время, когда известная всем история, Дон Жуан пытается увлечь и пытается покорить сердце той самой Цирилины. Но если бы это происходило сейчас в
не совсем стандартной локации и в наших карантинных ограничениях. Давайте посмотрим. Страшно представить. Страшно представить. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Смотрим. Я думаю, что многие зрители, которые сегодня вместе с нами смотрят премьерный показ, сейчас в дуэте Дон Жуана и Церлины узнали себя, потому что многие из нас так и не были на свиданиях последние 2 месяца, пока находились на самоизоляции. И вот такая вот история от наших Дон Жуана и Церлины. Друзья мои, хочу обратить ваше внимание снова очередной раз поздороваться, потому что YouTube имеет такой формат, что люди приходят, уходят, возвращаются. Тем, кто только присоединился, это интерактивный проект, это онлайн-театр под названием «Е-овации», электронной овации. Проект, который действительно, вы видите, создан благодаря идейным вдохновителям. И сегодня уже в первом эфире к нам присоединилось огромное количество спонсоров, которых мы не можем просто не назвать. Люди, компании, которые не побоялись ничего, не побоялись того, что они не знали, что будет внутри формата и все остальное. Поэтому мы о них обязательно скажем. Один из таких спонсоров – это страховая компания ARX, которая запустила новый страховой продукт, о котором тоже попросили сегодня нас рассказать. Продукт называется антивирус, который покрывает госпитализацию с пневмонией любого характера, в том числе вызванная COVID-19. Страховая сумма до 200 тысяч гривен при стоимости страховки от 190 гривен. Застраховаться могут люди в возрасте от 1 до 59 лет, и продукт можно приобрести онлайн в офисе страховой компании или заказать с доставкой на дом. Вся информация о продукте на официальном сайте компании ARX. А мы движемся дальше, друзья мои. И вот в Дон Жуан и Церлина мы увидели еще одну локацию, которая есть в театре оперы и балета, а именно гримерки артистов. И вы
теперь можете официально сказать, я был и в гримерке артиста, который есть внутри Хатоба. Ну а мы движемся дальше, и у нас в студии снова очередной гость. И следующий гость сегодня – это, друзья мои, ни много ни мало, а целый художественный руководитель балета. Антонина, добрый вечер вам, Добрый. здравствуйте. Добрый. С премьерой вас. Вы тоже впервые на YouTube? Теперь вы Спасибо. тоже блогер, я вас поздравляю. Все, Класс. вы можете писать свай, подписка, подписывайтесь, давать мастер-классы, коучи, все остальное. Спасибо. Вопрос к вам как к человеку, который близок к балету максимально. Я знаю, что многие девочки в детстве всегда мечтали быть балеринами. Как вам кажется, учитывая все физические нагрузки, которые испытывают балерины, мы это видим, да? Вот мы видели в первом ролике, как выглядят балерины, подтянутые, всегда красивые, балеринами и танцовщиками становятся или рождаются? Вот такой вопрос к вам. И становятся, и рождаются, я скажу так. То есть можно, вот мне вот через 2 недели 30 лет, могу ли я прийти сейчас сказать, Антонина, я бы хотел стать танцовщиком? Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. посмотрим. Друзья мои, мы предлагаем сейчас, у нас есть короткие рубрики, которые мы приготовили для всех наших гостей. Давайте посмотрим, какая рубрика приготовлена сегодня для Антонины. Смотрим. Рубрика под названием «Я у мамы балерина», и я действительно у мамы балерина сегодня. Антонина, вы мне в этом поможете. Да. Карантин. Долго мы сидели дома, не работают спортзалы, и непонятно, когда заработают. И я уверен, что многие, кто смотрит сегодня с нами эфир, уже чувствуют небольшие щечки, животики и все остальное. То есть, друзья мои, маленькая такая вот тренировочка, разминочка. Подходите ближе к камерам, бросайте свои пироги, оливье, еду, которую вы кушаете. Доставайте, будем сейчас вместе с Антониной немного учиться нескольким таким традиционным стандартным для меня, конечно же, базовым па. Да. Антонина, друзья мои, важно, что вы повторяете за нами, интерактивный эфир для вас. Вы повторяете, я буду тоже пробовать здесь вместе с вами. Итак, Антонина, я хочу стать балериной, что нужно делать? Ну, давайте для начала приведем свое тело в порядок. Встанем в первую позицию, носочки вместе. Носочки вместе? Нет, пяточки вместе. Пяточки вместе. Да, Носочки врозь. врозь, да. А теперь все в себя. Все в себя, захлопнули себя в большую книгу. Я часто вижу в Инстаграм, когда девочки делают вот живот втягивают, вакуум, знаете, говорят, все в себя. Я боюсь, чтобы всё в сейчас себя. не... Ручки чуть-чуть ниже опустили, тоже в базовую позицию. Базовая да. позиция. Тут вот мы мячики вставили Ага. теннисные, да, вот Мячики. так ручки открыли. Да. О, хорошо, да. А теперь приседаем. Раз и два. Важно потом встать обратно. Конечно, да. Ну, вы встанете, да. Попробуем. Раз и Два. два. Да, деми-плие мы сделаем. Демиплие. Базовое движение, да. Это называется демиплие. Пальцы. Пальцы. Да, убрать надо, убрать пальцы, да. Вот. Деми- Ну что это? Вот, конечно. Демиплие. Да, демиплие. Раз Сегодня и вечером два. будет... Я думал, что это Да, такой да. салат демиплие. А ягодичные мышцы почему расслабляем? Я Все не- в себя, пожалуйста. Я еще и не напрягал. Нет, пожалуйста. Давайте попробуем. Так, всё в себя. Напрягаем, все в себя. Присели раз и два. Так, хорошо, Жень, хорошо. Также мы делаем это по второй позиции, по четвертой позиции. И То есть вы повторяете. Я не Да. делаю, а вы делаете. Да, Это вы- какая у нас? это у нас первая. Это первая, дальше. Да, вот это вот у нас вторая. Вторая. Вот это у нас четвертая. Четвертая. И самая сложная пятая позиция, там, где все свои вот карантинные дела надо поставить на место, да, вот втиснуть. Я поставил карантинные дела на место? А ну-ка, корпус ровно над ногами. Получается? Ручки держим, все, получилось, и присели, раз и два. Отлично, отлично. Все, на этом. Друзья мои, совет от Антонины. Если вы каждое утро будете делать по первой, по второй, по третьей, Колени по пятой, тянем. и присаживаться в демиплие, Антонина говорит, что через где-то 17-20-22 года вы сможете быть балериной. Но это не точно. Но это не точно. Спасибо Это не огромное, точно. Антонина. А я предлагаю вместе с вами в премьере сегодня объявить следующий номер. Останьтесь со мной, мы смотрим с вами в эту камеру, друзья мои, даже теперь в эту камеру. Итак, видите, как быстро. Это же YouTube, Да. тут все супер быстро. Огромная балетная труппа, которая есть у вас. Да. Понятно, что самоизоляция. Понятно, мы видели Ромео и мы видели Дон Жуана и Церлину. Да. Не могут никак сойтись вместе, чтобы
полностью познать всю эту эмоцию любви. Но у вас есть пара, Да. танцовщик и балерина, Да, которые живут являются вместе. супругами. Супругами. Да, И поэтому они могут супружеская нарушать пара. карантин, трогать друг друга за руки, обниматься. Да, но они это тоже делают очень аккуратно. Очень аккуратно. Да. Давайте посмотрим, как и в какой локации это происходит. Смотрим. Вот так вот, друзья мои, я пока учился делать деме-плие, вы посмотрели вот такой шикарный номер «Ромео и Джульетта». Сразу скажу вам о том, что если вы 15 лет, плюс-минус, занимаетесь балетом, дома вот делаете деме-плие, гранд-батман и все остальное, возможно, через какое-то время у каждого из вас будет возможность порадовать своих соседей по дому вот таким шикарными поддержками и таким шикарным номером. Уверен, что вам очень понравилось. Если понравилось, ставьте лайки, аплодисменты электронные, все это для того, чтобы поддержать наших артистов сегодня. Опять же скажу немного о тех спонсорах и тех людях, которые не побоялись сегодня в наш эфир попасть, немножечко помочь нашему проекту. И это, конечно же, еще один партнер и спонсор, а именно компания Sigma Software, которая оказывает услуги IT-консалтинга клиентам по всему миру. Компания разрабатывает сложнейшие IT-решения для известных мировых брендов и стартапов. Работает в различных сферах, включая телекоммуникации, рекламу, авиацию, автомобильную и игровую индустрию, осваивает трендовые технологии и направления. Сегодня Sigma Software входит в число крупнейших IT-компаний Украины, и мы, конечно же, очень гордимся, что офис компании тоже есть в городе Харьков. Поэтому, друзья мои, у каждого из вас тоже есть возможность сегодня стать немножечко или спонсором, или сделать какой-либо донейшн, либо просто помочь проекту. И для этого каждому из вас нужно вот перейти по этому QR-коду, который есть на экране, отсканировать его своим мобильным устройством и просто сделать какую-либо помощь, и вы тоже становитесь спонсором, и вы тоже дарите сегодня электронные овации каждому артисту, который сегодня задействован в нашем проекте и которые еще будут задействованы в будущих выпусках. Ну а пока вы делаете свои донейшены, мы движемся дальше. Я в нашу студию снова приглашаю нашего нового гостя. Поехали!
И рядом со мной, друзья мои, главный режиссер Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Армен. Добрый вечер вам, здравствуйте. Добрый вот такая вечер, вот да. история. Опа, да. Вот так вот. Карантинная. А мне еще хочется всегда сделать так, это, ну, овации. Да. Овации. А вообще Дайте- хочется вот так выйти, вот, здесь же зал, так хочется начать. Добрий вечір, шановні пані та панове. Вот, да, а я так не могу сделать. Дайте да. Армену электронных оваций, друзья мои, поаплодируйте своими смайликами Да, в электронных Ютубе. оваций, да. Армен, с премьерой вас, во-первых, в Ютубе Да, тоже да, теперь да. почестно відзнака блогер появилась у вас. Вы теперь тоже блогер, у вас должна появиться Не, кепка, значок. значок, блогер. И футболка. YouTube. Мы надеемся, что очень скоро у театра еще и появится золотая кнопка, знаете, в Ютубе, которую раздают. Вот первый театр, у С которого золотая удовольствием, кнопка. да, с Ничего себе. удовольствием, да. Армен, так Да. как вы режиссер, Да, главный я режиссер, главный режиссер. сейчас, последние 2 месяца, карантин, нет здесь на сцене постоянных спектаклей, мало что происходит. Кем вы управляете, кем вы режиссируете? Ну, дома сложнее, конечно. Ну, я хотел бы сказать, что у меня семья, у меня там дочка, жена, все. Но у меня дома жена иногда режиссер больше, чем я. Вот. Не, ну я режиссирую, знаете, вот, особенно там первая неделя, когда никуда не выходили, так режиссируешь так. К холодильнику, там, из кухни. Это хорошая режиссура Принесите, была, да. принесите, Да, быстрее, принесите, режиссеру, да, режиссеру. да, 50 холодненького. Режиссируешь меню, что у нас на сегодня, да, это было А круто. гречка? Ну, на самом деле, да, ну, тут повезло. Карантин нам родил же новые там эфиры, и мы же сделали вот 2 ролика. Один из роликов просто делался так, лежа на диване, что называется. Вы да, управляли, когда-то режиссировали? из дивана? режиссировали, да, потому что кто-то присылали, отсылали. Было очень круто и весело. Даже что-то получилось. Ну, то есть вы для себя режиссуру в онлайне тоже уже освоили и, в принципе, готовы, если вдруг... Готов. Ну, хотелось бы оффлайн. Да, хотелось бы. Хотелось бы. оффлайн, да. Традиционно, постоянные рубрики, которые есть у нас для всех гостей. Давайте посмотрим, какая рубрика сегодня будет у вас. Внимание на экран. А ну. Он режиссер моих мыслей, он режиссер моей жизни, он режиссер моих действий и слов. Рубрика под названием «Сам себе режиссер» для главного режиссера Харьковского театра. Друзья мои, если вы только присоединились, не подумайте, что мы стоим на зеленом фоне. Там действительно есть театр, это не картинка. А здесь яма, вот А реально. здесь, да. Я могу даже Армен, показать. осторожно, еще много выпусков впереди. Да, там яма, видите, так зеленым экраном. Сейчас было бы там яма. Да. А яма. вот тут же суфлерская будка, кстати, это же открывается. Вот реально, это же может... Вот я могу даже показать в прямом эфире. Давайте. Никто это никогда не делал, видели? Вот там суфлер сидит всегда. Суфлер. Вопрос для тех людей, как я. Что делает суфлер? Зачем он открывает? Всё. Суфлер, да, нет, он не открывает это, он там сидит. Он Тут там еще сидит. такая Что он делает? ракушка. Ну, понимаете, на самом деле ведь голова человека не компьютер, да, и особенно, когда многие артисты поют, у нас опера идут на языке оригинала, там итальянский, английский, французский, сейчас еще и немецкий будет, русский, украинский, понятное дело. И еще если в драматическом театре как-то можно выкрутиться и свой текст добавить, то здесь есть музыка, и всегда надо немножко иногда текст подсказывать. Ну, дабы вдруг не случилось такого казуса, да, что человек говорит, музыка играет, а человек, у него ступор. Ну, и так часто бывает, знаете, вот раньше в старых театрах, когда поет, потом так на суфлера, знаете, что ж там То есть дальше? там текст. Текст. И суфлер держит текст и Нет, следит. он Что он делает? подсказывает вот так вот. И иногда зрителям даже это слышно, да. Особенно это, знаете, когда мы записываем что-нибудь или микрофоны стоят, очень весело получается. Когда уже может зал подсказывать. Так. А вокалист не Зал, слышит. который много раз ходил на, Ну, на эту... Нет, он слышит суфлера А. просто уже. Иногда же вокалист не слышит, понимаете, а зритель А зал слышит, слышит. да. Понятно, хорошо. Рубрика «Сам себе режиссер» в традициях Ютуба, как у известного самого интервьюера русскоязычного Ютуба Юрия Дудя, есть блиц, как нужно говорить вот так, блиц. Для вас я задаю коротко, вы отвечаете можно, не всегда коротко. Отелло или Дездемона? Яго. Яго. Не, на Ваш. самом деле, а почему? Нет, я сейчас скажу, даже объясню почему. Давайте. Потому что на самом деле, когда Верди писал оперу Отелло, да, он хотел даже оперу назвать Яго, потому что там Яго ведущий персонаж, который всем крутит, как кукловод. И получается, что он главный действующий персонаж, который все это заводит. Но вы немножко Ягу в театре? Ну, хотелось бы, конечно. Не совсем. Не совсем. Итак, следующий Не, вопрос. ну, знаете, таким стратегом быть, как он, да, хотелось Есть бы, такое дело. да. Влад Троицкий или Раду Поклитаров?
Ой, вы знаете, я не могу из них выбирать, потому что это два талантливейших человека, которых я очень уважаю, я их лично знаю, и я бы даже в этот список бы еще и продолжил. У нас, кстати, в Харькове... Влад знаете, Троицкий, Радо Баклитаров и Армен Калаян. Правильно? Ой, ну это я с удовольствием так бы продолжил. Ну, в Харькове, кстати, есть замечательный режиссер театра кукол Дмитриева, которую знает тоже вся Украина, ее, кстати, очень хорошо знает. Вот так. Да, и у нас очень, да, вот так что. И сюда можно еще и Богомазова. Тут много, у нас много режиссеров в Украине. То есть талантливых. Украина талантлива на режиссеров. Обалдеть, как талантливая, да. И людей с такими, ну и Влад, и Раду, это круто. Итак, следующий блиц. Зал или сцена? Сцена. Почему? Не, ну я типа режиссер и должен быть там, но я сейчас объясню, потому что я сам актер, и я очень люблю быть на сцене. И я как режиссер могу себе позволить в своих спектаклях делать такие маленькие роли, себе выходы, вот как Рязанов в своих фильмах, да, то он в самолете летит, засыпает. Ну я не засыпаю на сцене, но я делаю себе маленькие-маленькие, очень люблю палачей. Палачей. Да, вот у меня есть такие... Набор палачей? Набор палачей. Нет, а первая роль у меня, кстати, была, я вышел сюда махать мечом, опера «Турандот», я ей курирую, вдруг ко мне подбегает помреж и говорит: Армен, а кто мечом машет сегодня? Я говорю: как кто? Ну, говорит, а он не работает уже у нас в театре. Вот так. Да, и я быстро переоделся, спросил, где мне примерно надо выходить, дали мне вот такой большой меч, я вышел, и я очень люблю эту роль, кстати. Я благодаря ей в Японию даже поехал. Да. Там тоже мечом? Прикольно. А персонажа знаешь, как зовут? Как? Как не знаю, Путин Пао. Ну, это бог смерти на самом деле. Нет, ну такой реальный персонаж в опере Пуччини «Турандот». Есть такой персонаж. И я там с удовольствием машу мечом, под аплодисменты всегда. Как кстати. давно махали мечом последний раз? Вот здесь, в Харькове. Здесь махал, вот к «Спартаку» помогал там с боями, там, ну, для контента надо было сделать бои, вот тоже подмахал немножко. Подмахали? Да, подмахал, да. Следующий вопрос. Онлайн или офлайн? Ну, конечно, оффлайн. Ну, я же все-таки театральный режиссер. Мне нужны люди. Мне это все механизмы. Ну, прикольно, конечно, я всех Мы вижу. его всех так, видим, ха-ха-ха, да, в Ютубе много Ну, я же людей так не смотрит. поруковожу, говорю, я же говорю, снизь дивана, я же так не скажу, я же не смогу так сделать. А мне нужны люди, я люблю сам поиграть, сам где-то, мне нравится. И последний блиц. Спартак или Дон Жуан? Не, ну, Дон Жуан мне ближе, потому что, во-первых, это опера, которую я ставил, во-вторых, это опера, я работаю с операми как режиссер. Хотя вот Спартака бы сыграл бы, наверное. Сыграли. А, кстати, я же вообще начинал свою деятельность, я начинал вообще с балетной школы когда-то. И я вообще музыкант, да. То есть ну, для вас все дым и плие, все, что мы делали с да, Антониной, ну, у это меня, на может, раз-два, да? ну, может, по пятой позиции, ну, почти, да. почти, ну, да, почти. Ну, я там, да, там. А, я вот так могу сделать, да. Я танцевать люблю, кстати, да. Друзья мои, талантливый человек, отличное чувство юмора, главный режиссер Харьковского театра. Теперь вы знаете, как этот человек выглядит вот вживую. Многие, наверное, может быть, ходили когда сюда. Вживую? Кто это? Кто это? Вот же, уникальный онлайн-проект, который подает возможность посмотреть на тех людей, которые обычно всегда находятся, ну, чуть-чуть как-то так, да? В тени. В тени. А нет, я веду концерты, кстати. А. Я очень люблю вести концерты, выходить. Я еще очень люблю Так общаться с публикой. давайте с вами тогда объявим следующий номер. А следующий номер что? Я расскажу сейчас. А, Я ну, начну, конечно, вы да, даже я можете. я вот сплю. Смотрите, Так вам надо я- туда залезть, да, я выйду и буду так. Что? Я подскажу. Спасибо. Итак, номер, Номер, который будет следующим. который будет след... Нет, ну что- Номер, который будет следующим, да. Ага. Номер, который будет следующим, Будет в нестандартной локации. будет в нестандартной локации. Но все актеры и герои этого номера известны. Но все актеры и герои этого номера известны. Встречайте Ромео и Джульетта. Встречайте, Ромео и Джульетта. Вот так надо. Ага, да, мы ж. И вот так. Тарарарирам, тарайрам, тара. Да, вот. Встречайте. 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 Друзья мои, я очень рад, что вы пришли на маскарад. И прошу вас всех, пусть звучит здесь смех, эта ночь дана для утех. Скучать и думать здесь грешно, одно веселье быть должно. Все заботы прочь, вам должна помочь, позабыть была эта ночь. Радость
конца. Эту чашу пью нашу, за огонь во взоре, за сердечный порох. Эту чашу пью за встречу нашу, за веселье Армен, ну не переживайте так, ну все бывает, ну не то объявили, не тот номер, не Ромео и Джульетта, тост Орловского, да, карантин, буфет театра готовится к... Это подстава такая от ведущего, да, готовится к чему? Готовится к открытию буфет, видели? Там у нас на 1,5 метра столы стоят, всего по 4 человека за столиком сидят, вот вам 50, не переживайте, не нервничайте, все будет хорошо, объявили не то, ну в следующем эфире исправитесь. Друзья мои, а мы движемся дальше. Вы просмотрели шикарный номер под названием «Тост Орловского». А в нашей студии снова появляется еще один новый классный гость. Встречайте. И это в очередной раз проект под названием «Е-овации», электронные овации. И со мной рядом наш еще один гость, который ни мало, ни много, а целый классный, главный дирижер Харьковского театра. Друзья мои, Дмитрий, ваши овации электронные для Дмитрия. Дмитрий, добрый вечер. Добрый Здравствуйте. Но с Арменом, видите, не совсем все получилось. Мы надеемся, что с вами все будет хорошо. Итак, вопрос, который волнует любого человека, который вот открыл YouTube, посмотрел и пока не очень понимает, что вообще происходит, кто эти люди, что за классический театр, о чем они говорят. Но когда они слышат, любой человек, который слышит слово дирижер, что он сразу себе представляет? Он представляет себе, что это человек, который стоит серьезно и машет палочкой. Зачем дирижеру палочка? Ну, палочка для управления. Разберемся, что палочка имеет свое название батут или батута, от итальянского слова баттеры – ударять. Дирижер, примитивно, скажем так, отбивает так, то есть темп, чтобы все исполнители играли и выступали вместе. И еще одни люди, которых мы знаем, у которых были палочки, это все герои Гарри Поттера и всей там огромной этой истории. Есть ли, как у Гарри Поттера, палочки красивые, вот такие с вензелями, волшебные, специальные, которыми можно кого-то, кто фальшивит, вот так сделать, и заклинание «Остолбеней». И существуют ли такие палочки? Я думаю, что палочка должна находиться в руках волшебника для того, чтобы она стала волшебной. А дирижер в какой-то степени волшебный. Вы глазами можете, вам не нужна палочка «Остолбеней». Да. Остолбеней. Даже говорить не надо. Говорить Посмотрел и все. И он уже понял, я ухожу, и пошел, да? Или исправляюсь. Тут одно из двух. Дмитрий, для вас тоже есть наши традиционные рубрики. Давайте посмотрим, какая рубрика сегодня приготовлена для вас. Я дирижер, я дирижер, я дирижер, дирижер. Я дирижер, ну разве ты не видишь, что я дирижер? Наша постоянная рубрика «Зачем дирижеру палочка?» И в этой рубрике, Дмитрий, мы приготовили для вас следующее испытание. У нас есть 3 вот таких вот шикарных героя. Один из них кто-то точно дирижер. Точно, профессиональный дирижер. Они все в масках, вы, наверное, их даже, возможно, не узнаете, это хорошо. Номер 1, номер 2 и номер 3. Зашифровались. Зашифровались, да. Они сейчас по очереди будут пытаться дирижировать руками без палочки. Ваша задача определить, кто из них троих настоящий дирижер. Итак, поехали. Номер 1, пожалуйста, начинайте дирижировать. Вот так вот. Посмотрим несколько секунд для того, чтобы вы точно определили, дирижер ли он или нет. Спасибо, номер 1. Были когда-либо на опознании, знаете, когда преступников опознают, говорит, номер один. Нет. Нет. Давайте Нет, посмотрим нет. номер 2. Номер 2, начинайте дирижировать, пожалуйста. Но движения хоть правильные, плюс-минус? Они в курсе В вначале. курсе события, да? Немножко в курсе. Они соображают. И первый, и второй. Спасибо. И как еще? Это уже снятие. Точка. Точка. Да. Стоп, И значит, все. дирижер номер 3, пожалуйста, начинайте. С руками у дирижера номер 3.
И это дирижер номер 3, одной рукой. Все, говорит, спасибо, всё, коротенько. Претендент номер 3. Итак, вы говорите, что это претендент номер 3. Дирижер Да. Ну, первый, второй как-то немножко ближе. Они так получше. 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 Так, давайте определим. Все-таки номер 1, номер 2 и номер 3. Кто из них? Ну, первые два, один чуть хуже, один чуть лучше, они немножко в теме. Ага, а третий? Третий нет. Вообще нет. Или специально не в теме, или вообще Нужно ли не в повторить? теме. Хотите, если что, мы можем повторить кого-то одного, если нужно. Так можно сказать. А ну нормально Может, сделай. сейчас еще, чтобы лучше пошло. Давайте, давай, Пусть с номера попробуем. 3 попробуем и снова назад. Номер 3, 5 секунд еще, нормально сделайте. Лучше Давайте. 10 за 5 секунд. 10, поехали. Все-таки номер 1. Все-таки выигрывает номер 1, да? Мне да. Итак, номер 1, могли бы вы, пожалуйста, снять маску, чтобы мы посмотрели? Вы точно знаете этого человека, какого-то одного из них? Я Потому не что мы их знаю, максимально но номер зашифровали. 1 мне больше Итак. понравился. Но дирижер? Нет, Нет. но не без способностей. Но молодец, да? Научился до Молодец. эфира. Номер 2, снимите, пожалуйста, маску. Дирижер или номер 2? Не, Нет. Нет, А номер нет. 3? Давайте посмотрим. номер 3 дирижер. Дирижер. Ну, теперь у главного дирижера будет вопрос. Сомнения, Сомнения. да. И не только у Правильную ли меня. он должность занимает здесь. Спасибо огромное нашим конкурсантам. Дмитрий, спасибо вам огромное. Я вас тоже приглашаю, во-первых, разобраться с режиссером для начала, с дирижером для начала, нужен ли он вам в составе или нет, после того, как он дирижировал, а вам приготовиться к нашему заключительному номеру сегодняшнего эфира. Спасибо огромное. С нами был главный дирижер Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Дмитрий. Спасибо вам большое. Ну что ж, Дмитрий, мы вас провожаем, а я, друзья мои, перед тем, как мы закончим с вами сегодняшний эфир, хочу сказать вам несколько слов и подвести некую такую коду сегодняшнего эфира. Во-первых, мы планируем, что эфиры Е-овации, они будут на постоянной основе, благодаря и партнерам, и той помощи, которую оказывают каждый, кто смотрит сегодня наш эфир. Напомню, что каждый из вас может это сделать. Партнеры эфира сегодня, компания Телесенс. Конечно же, это люди, которые придумали весь контент. Это Харьковский академический театр оперы и балета и креативная группа «Философия праздника». Три основных генератора движения мысли этого проекта. Но каждым генератором мысли и движения этого проекта вперед можете стать вы в первую очередь. Мы очень рады, что сегодня каждый из вас присоединился и потратил практически целый час на наш эфир и подарил свои электронные овации, поставил лишний смайлик, возможно, подписался на наш канал, что тоже нужно делать. А мы, хоть и в костюмах, хоть и красивые, хоть и о классическом театре, но все равно говорим, друзья мои, подпишитесь на наш канал, эфир остается очень скоро. Обязательно поделитесь этим эфиром в своих социальных сетях, расскажите о проекте Е-овации большему количеству людей, потому что мы уверены, что такую подачу классического искусства и такую подачу классического театра должны оценить все, неважно сколько вам лет, неважно были ли вы когда-либо в театре или опере, или не были, а возможно, благодаря такому проекту кто-то из вас изъявит желание и уже в новом сезоне появится здесь и заполнит одно из этих пока еще пустующих мест в нашем зале. Ну а мы заканчиваем эфир последним номером, в котором мы посмотрим, как главный дирижер использует технические инновации в своей работе. Смотрим.